Рада приветствовать всех на моем канале. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня видео о педикюре, это моя постоянная рубрика. Вот такие вот у меня сегодня ножки с трещинами. Кожа здесь сухая, на пяточках очень много кератоза, а на плюсневой части кожа тонкая, немного шелушится. Для начала обрабатываю стопы и пальчики АХД. Это дезинфектор. Жду, пока он хорошо просохнет, и далее обильно смачиваю ножки мыльной водой. Массирую и насухо протираю полотенцем. Сегодня еще раз хочу попробовать на этих ногах препараты Карт, поэтому сначала наношу энзимный пилинг, не втираю его. Далее наношу универсальный размягчитель. Теперь на ватные диски наношу размягчающий лосьон. Оборачиваю стопы пленкой на 20 минут. Теперь займусь пальчиками. Щипчиками для ногтей убираю свободный край. Далее работаю фрезой почка. Этой фрезой я работаю только в педикюре. Она имеет 0,5 диаметр и красную насечку. Достаточно толстый носик не даст нам углубиться в проксимальную складку, что для педикюра в принципе и не нужно. Здесь я тем более не буду ничем покрывать, никаким гель-лаком, лаком. Поэтому в данном случае этой фрезой я убираю птериги, который наслоился на ноготь. Вычищаю синусы аккуратно, не углубляясь никуда. И формирую себе полосочку кутикулы, которую я потом в дальнейшем срежу. Теперь пилочкой на 180 грит опиливаю форму. Делаю мягкий квадрат, слегка скругляю углы. «20 минут у меня уже прошли, снимаю пленку, тщательно убираю все остатки препаратов и теперь работаю тупым скальпелем. Счищаю размягченную кожу как масло. После такого препаратного педикюра допускается доработка стопы дисками, колпачками или пилкой, если мы работаем в классической технике. Теперь точно так же вытираю пяточку и работаю скальпелем. Здесь кожа снимается плохо, трещин достаточно много, они глубокие. Честно говоря, на данных пяточках мне не очень нравится, как работает карт.
Может, я, конечно, что-то не так делаю, что-то не доработала, но в данном случае, когда я работала с этой клиенткой просто дисками на сухую, результат был лучше. Возможно, я, конечно, тороплюсь с выводами, может, нужно сделать 3-4 процедуры на этих стопах, но, по крайней мере, я говорю то, что я действительно заметила. Вот это вот максимум, который у меня счистился скальпелем. Теперь необходимо доработать дисками. Работаю файлом на 100 грид, убираю самые явные участки кератоза. Теперь меняю файл на 180 грид, работаю на 17-18 тысячах оборотов на форварде. Движения у меня короткие и быстрые. Ни в коем случае не останавливаемся на одном месте, чтобы клиенту не создавать неприятных ощущений жжения. В данный момент работаю диск М. У меня в работе он самый универсальный, не большой и не маленький. Конечно, все мы индивидуальны, и нужно подбирать техники по эффективности в данном конкретном случае. С этой клиенткой мы уже много чего перепробовали, и самым лучшим вариантом был в данном случае это просто обработка дисками на сухую. Посмотрю, конечно, что будет дальше, с какими ножками она придет через месяц ко мне. Обязательно вам тоже это покажу. Но в данном случае у меня сложилось впечатление, что я выполняю двойную работу. Сделала сначала препаратный педикюр, а потом полностью еще раз выполнила обработку дисками. Только дисками у меня получилось работать не на сухую, а на размягченную кожу, что мне кажется еще хуже. Далее я хочу доработать немножечко трещины. Для этого выбрала диск S, самый маленький, и взяла файл на 180 грид. Истончаю сначала один край трещины, потом другой. Таким образом обрабатываю все явные трещинки. Теперь меняю файл на диске S на полировочный и еще раз прохожусь по всем трещинкам.
Последнее, что я делаю на этих стопах, это полировка. Работаю диском М и файлом на 220 грит. Легкими движениями, не надавливающими, на 20 тысячах оборотов обрабатываю всю стопу. Заполировываю все шелушащиеся участки. Теперь буду дорабатывать пальчики. Смачиваю обильно все пальцы мыльной водой. Пару минут жду, пока вода размягчит кожу, и приступаю к работе. Пушером прохожусь в зоне кутикулы, синусов, лопаточкой вычищаю ногти. Теперь работаю ножницами и накожницами. Еще раз обильно смачиваю стопы мыльной водой, промываю хорошо полностью все ножки и вытираю насухо салфеткой. Давайте посмотрим начальное состояние этих стоп и то, что получилось у нас в итоге. Если вам понравился сюжет, или есть вопросы, или есть предложения, как еще можно эффективнее обработать такие стопы, очень сухие, с таким кератозом, жду ваши комментарии. Желаю всем творческих успехов, хорошего настроения и до встречи в новых видео. Пока-пока!